Здравствуйте, друзья! Русское золото отдали китайцам? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал с Пекином соглашение о совместной разработке месторождения золота. Правительство России утвердило соглашение о совместной с Китаем разработке ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае. Со стороны КНР в проект будет вложено около 500 миллионов долларов. Это первый совместный российско-китайский проект в области золотодобычи. По предварительным подсчетам, объемы добываемого золота составят 6 тонн в год. Председатель Союза старателей России Виктор Таракановский назвал это соглашение неизбежным, поскольку Россия не развивает должным образом Дальний Восток, поэтому туда приходит Китай. Они, китайцы, очень долго вели переговоры. Знаю, что и по некоторым другим месторождениям, в том числе по Наталкинскому и в Магаданской области, но они отказались. Слышал, что одной из причин отказа было требование китайцев, чтобы у них в совместном проекте было не менее 51% акций. По нашим законам у иностранной компании не может быть более 25%. Вероятно, для укрепления российско-китайской дружбы наше правительство решило пойти на эту сделку, сказал Таракановский. Главная мотивация для Китая – это освоение дальневосточных российских территорий, заявил он. Русские не хотят осваивать эти территории. Сотни тысяч людей в последние годы уехали с Дальнего Востока. И люди туда не едут, несмотря на общие призывы. По словам Таракановского, российское государство не заботится о людях, проживающих в ДФО. Об этом говорит резкий рост тарифов на электроэнергию, дорогие транспортные перевозки и так далее. Например, для того, чтобы человеку улететь в отпуск из Магадана, он только в один конец должен отдать за авиабилет 120 тысяч рублей. 1 000 000 рублей, чтобы только слетать в отпуск с семьей из 4 человек, посетовал председатель Союза старателей России. С технической точки зрения китайская добыча золота не отличается от российской. При этом 35% российских обогатительных фабрик работают на китайском оборудовании, отметил он. Оно гораздо дешевле, чем наше отечественное, и уже не говорю про западное. Часто оборудование они отдают нам за просто так. Говорят, что, мол, вернете все потом, когда пойдет золото. Тем не менее, ключевское золоторудное месторождение не самый интересный объект для старателей, отметил Таракановский. В этом районе Забайкалья вообще относительно небольшие запасы золота. Думаю, что общие запасы там, в ключевском месторождении, также сравнительно небольшие, порядка 60-70 тонн. Раньше такие месторождения не разрабатывали. Их относили к забалансам, то есть к невыгодным с точки зрения добычи. Такие бедные содержания сейчас добывают только на Урале, объяснил он. Если они планируют добывать 6 тонн, то там содержание всего полграмма на тонну, продолжил Таракановский. Это очень бедное содержание. Допустим, канадская компания Kinross Gold разрабатывает месторождения, которые в 20-30 раз богаче. Они бы на такое забайкальское золото не позарились. Возможно, что китайцы просто хотят сделать пробный шаг и потом пойти дальше. Золотодобытчик напомнил, что в свое время это месторождение пытались разрабатывать индийцы, но они в конечном счете отказались от этого проекта. Для переработки такого количества руды требуется очень много электроэнергии, а она сейчас дорожает. Россия в данном случае, по его мнению, напоминает лирического героя из песни Владимира Высоцкого. «Пусть пробуют они, я лучше пережду», как пел он в свое время. Россия добывает в общей сложности порядка 280 тонн золота в год. Таким образом, если на ключевском золоторудном месторождении будет развернута добыча, это даст не больше 3% от общего объема добычи в стране. КНР добывает около 400 тонн в год, то есть это месторождение даст им не более
1,5%. Основным покупателем золота в России выступает Центральный банк. Примерно 200 тонн в год. В 2018 году Россия должна выйти на уровень, который был при Сталине в 1953 году. 2500 тонн общих запасов, отметил Таркановский. Если верить официальной китайской статистике, то они уже давно нас обогнали. У них 2700 тонн. Но Китай – это закрытая страна. Никто в точности не может сказать, сколько у них золота на самом деле, заключил Таркановский. Самыми большими запасами золота располагают США – порядка 7000 тонн. На втором месте Германия, имеющая 8672 тонны драгоценного металла. Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.